Встречаем на льду участниц первой группы. Алиса Цветкова, Омская область. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Софья Агатьева, Москва. Мария Елисова, Тульская область. Мария Мазур, Москва. Разрешена разминка. На очереди соревнования девушек в произвольной программе на Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Омск трепещет перед началом этих соревнований. Уже отгремели танцы на льду, и это было увлекательно, и драматично, и поучительно, и показательно, и где-то даже хрупко, и, конечно же, эмоционально. Ну, а в соревнованиях девушек, которые будут комментировать олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Анна Щербакова, и вместе с ним Василий Соловьев. Привет. Всем добрый день. Приветствуем вас, дорогие зрители. Чего ждем от соревнований девушек сегодня? Прежде всего. Прежде всего, конечно же, красоту, гармонию и аплодисменты зрителей, которые логично будут звучать после очередного чистого проката. Но это прям как fantastic dream, как фантастическая мечта, но не сказать, что она не реализуема. Если мы разделим также то, что будет происходить сегодня здесь, в рамках произвольных программ, то мы можем сказать, и сегодня диктор об этом уже объявил, что две девушки, которые будут в будущем частью Олимпийских игр, также прокатают сегодня произвольные программы. Речь идет о Аделе Петросян и Виктории Сафоновой из Беларуси. Да. Так что и сегодня как бы и официальный турнир, но и в рамках этого официального турнира есть еще такой бонус в виде прекраснейших спортсменок. Ну и, конечно, ждем невероятного накала страстей, сложнейших элементов и борьбы. Отлично. И в первой группе участниц открывает соревнование Алиса Цветкова. Это местная спортсменка, представляющая Омскую область, 17-летняя победительница турниров «Сибирские коньки». Тренируется у Ларисы Тарапат. Вслед за ней Ева Зубкова будет кататься. Спортсменка, которая из группы Гатчинского в межсезонье перешла в группу Евгения Рукавицына. Вслед за ней спортсменка, которую мы очень ждали на этом турнире. Софья Акатьева. Было очень интересно посмотреть и очень поддерживали эту спортсменку и ждали, что какой-то интересный прокат получим с такой-то красивой программой в коротком катании, но, к сожалению, по элементам не сложилось. И вот сейчас даже непонятно, чего ждать от Софьи. Я вот даже боялся, что там, не знаю, она снимется или еще что-то произойдет. Но вот она боец, выходит сегодня. Ну, вчера были такие переживания, но надо сказать, что на 6-минутной разминке сегодня она выглядит намного увереннее, чем вчера. И улыбается, и настрой явно боевой. Вчера были ошибки и переживания очень чувствовалось. Сегодня мне кажется, что Соня настроена более позитивно, и, конечно, мы будем очень за нее болеть, переживать и поддерживать ее. Сегодня Соня однозначно раскрепощена, и действительно вчера мы видели такие слезы, небольшое недоумение, а сегодня не прекращается эта лучезарная улыбка сиять здесь, в этом Ледовом дворце. По настрою, конечно, абсолютно другой человечек, но посмотрим, потому что внутренняя борьба прежде всего с собой, она продолжается. Ей, как и всем в этом турнире, искренне желаем удачи. На 8-м месте после короткой программы Мария Елисова. Тренируется в Москве в школе имени Жука в группе Екатерины Моисеевой, куда тоже недавно перешла. В Красноярске была 4-й, но здесь вот короткая программа отбросила ее довольно-таки далеко
Причем по произвольной программе в Красноярске она даже третий результат показывала, каталась очень крепко, но надеемся и сегодня от нее увидеть крепкое катание в произволке. Мария Мазур закрывает эту группу участниц своим катанием. 16-летняя спортсменка, представляющая Ангелов Плющенко, где она тренируется у Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева. 16 лет. Дебютантка взрослого гран-при в этом сезоне. Ну вот очередная попытка исполнить четверной сальхо во время 6-минутной разминки не увенчалась успехом. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко за бортиком, конечно, переживает за свою подопечную. Помню, как Маша также пыталась атаковать четверной сальхо во время гран-при, который проходил в Москве. Также неудачно получилось, по-моему, бабочка в произвольной программе. Ну, надеемся, что скрутит здесь, получится попытка исполнить четверной. Все-таки баллов, будем так честны, за бабочку будет, конечно, меньше, нежели просто даже за срыв четверного прыжка. Но помимо этого четверного прыжка есть еще и тройной аксель заявки именно в первой разминке в лице Елисовой. Вчера был очень большой недокрут, хотя устояла на своей ноге. Но вот сегодня также пока не получается тройной аксель, этот элемент ультра-си во время разминки. Да, ну, заявлено даже 2 у нее тройных акселя в каскаде и без. Пусть все сегодня у девчонок получится. Алису Цветкову поддерживают местные болельщицы. Понарисовали транспарантов накануне. Пожелаем Все всем готовы. удачи и чистых прокатов. На лед приглашается Алиса Цветкова, Омская область. 17-летняя Алиса Цветкова представляет на этих соревнованиях Омскую область. Катается под мощную рок-балладу о вечной любви. Сможет ли вернуть герой песни свою любовь, мы не знаем с 1984 года, когда она была написана Scorpions. А этот вариант поет Евгений Егоров.
I'm still loving Алиса Цветкова, ну что, надолго запомнят это выступление и трибуны, и Алиса? Уверен, что не только запомнят зрители, но запомнит и она. И под стать словам, которые прозвучали «I'll be there» и «I'm still loving you», действительно, это любовь к фигурному катанию, любовь к риску порой, к тому, что нужно каждый день преодолевать себя, в том числе хороший, конечно, такой боевой потенциал у спортсменки. Да, выключалась в этой программе, было явно тяжело, но в любом случае этот напор рано или поздно сотрет камни. Да, очень такая воинственная была и музыка, и настрой у Алисы тоже был явно очень воинственный в этой программе. Боролась она за все элементы, старалась не отпускать себя. Начала вот с каскада, тройной флип, двойной тулуп, сделала чисто этот элемент. Затем была попытка исполнить каскад, двойной аксель, тройной тулуп. И она его сделала, но мы видим, да, что приземление с тулупа, оно практически на передний ход, в недокрут, но тем не менее прыжок сделан. Дальше третьим элементом комбинация. Тройной лутс, двойной аксель, двойной ридбергер. Очень хорошо выполненные, так что вот так вот первыми тремя прыжками сразу отстрелялась, все каскады сделала, и дальше оставалось выполнить сольные элементы. Здесь вот уже мы видим, ридбергер поборолась, стояла, и дальше уже все прыжки были выполнены без каких-то визуальных шероховатостей. Спасибо большое. Но вот мы видим даже сейчас на повторах недокруты, и вот здесь судьи отмечают абсолютно чисто исполненный тройной сальто. Вот. Я даже сделал фотографию. Ровно четверть. Но хорошо, что в этой ситуации все сыграло на руку спортсменки. А мы, как бывшие спортсмены, всегда на стороне, естественно, более высоких баллов. Но здесь чувствовалась эта энергия. И пусть этот импульс, заряженность передастся остальным спортсменам. Со своим тренером Ларисой Торопат, Алиса Цветкова, такая до мозга костей спортсменка, приветствует публику, а музыка все продолжает и продолжает играть на стадионе, как будто бы поддерживая участницу этого турнира, которая в том числе открыла эти соревнования. То есть это не просто какое-то показательное выступление, это было катание на оценки. Ну и мы видим, что сама Алиса довольно улыбается. Это всегда радостно видеть, когда спортсмены довольны той проделанной работой на тренировках и тем результатом, который им удалось показать на соревновательном льду. Хотела выбрать игрушку сейчас Алиса, но тренер, как заботливый человек, прежде всего предлагает водички, потому что восстановить баланс после такого выматывающего выступления. Это удивительно, как все в этом мире, который нас окружает, взаимосвязано. Выматывают сейчас терпение, да, перед выставлением баллов. И ровно 93 балла получает за свою произвольную программу. Ну и также, конечно, на нерве следующая спортсменка. Да, всегда спортсменам
тяжело ожидать, если оценки затягиваются, но мы надеемся, что на Еву Зубкову это не повлияет. Приглашается Ева Зубкова. Начало конца. Санкт-Петербург. Так называется композиция о саморазрушении, под которую будет кататься Ева. Песня вроде мрачная, а Ева очень светлая. Очень интересно посмотреть, как эти две противоположности уживутся в программе. Reckless behaviors, looking at a man like he was a savior, blind leading blind. Everything looks darker when you close your eyes. When you close your eyes. Rise and fall, descending into madness. The writings on the wall. Starting a fire, 'cause all you really wanted was just to watch the world burn. So watch it burn. Ева Зубкова молодец. Молодец. Однозначно. Здорово открыла эти соревнования своим катанием. Я имею в виду, открыла для нас свой образ. Вот совершенно другой. Вчера она была такая прям
ну, девочка-цветок. Сегодня она девочка-драматизм. Но среди этого драматизма все равно просачивалась харизма и душа спортсменки, потому что вот и как Аня подметила, и я тоже стал замечать, действительно улыбаясь, не на столь драматичное музыкальное сопровождение сейчас, видите, улыбка не пропадает с лица спортсменки. Надеюсь, это связано с тем, что прыжковая часть была выполнена. Вообще у меня менялось мнение по поводу стиля Евы по ходу проката. Сначала мне казалось, что это немножко не ее стихия, но под конец я понял, что она чувствует себя абсолютно комфортно. Ева сегодня умничка. Вчера у нее не задалась короткая программа, прямо скажем. И мы как раз говорили о том, что надеемся, что это случайность, что завтра она покажет то, на что она способна. И вот именно так и получилось. То, что вчера вызывало сложности, те же самые элементы сегодня с блеском были выполнены в произвольной программе. Есть недочеты. Это неверные ребра на 2 тройных луцах и небольшой недокрут на тройном флипе. Это единственное, Ну, так же вот, как и в Красноярске. Все делает чисто и теряет баллы, но только на ребрах. Но если мы сравним с короткой программой, где были и падения, да, то сегодня определенно она как раз показала вот свой уровень. Такой сгусток энергии сейчас пронесся Всем по ледовой привет! поверхности. И тебе привет. Мама, Прям папа, привет! Дина, привет! из Рада, последних привет, сил Рита, она привет. говорит, что Всем привет. вытаскивала эти прыжки, но я не согласен. Здесь в хорошей форме и прекрасный спортсмен. Мария Артемьева с ней в Кисенкрай смотрит на оценки. Это Спасибо 160 за баллов. поддержку. Довольно-таки весомый результат. 115. Произвольно. На лед приглашается Софья Свою Акатьева. произвольную программу представит чемпионка России 23-го года Софья Акатьева. После короткой программы она лишь 9-я. Пока не может нащупать правильные ощущения со здоровьем, с коньками. Профессиональный коллектив Тутберидзе, Дудаков, Глейхенгаус в работе. И мы верим, что решение будет найдено. Ее трек называется «Охотник за тенью».
очень любим и ценим эту фигуристку Софью Акатьева и множество у нее поклонников, болельщиков. И красиво, хотели бы взять красиво. все болезни на себя, что называется. Давайте мы пострадаем, а вы, Софья, катайтесь, пожалуйста. Ну вот, как вы оцениваете сегодняшнее Мы оцениваем состояние? гораздо краше, нежели то, что мы видим на экранах наших компьютеров, потому что из 12 обязательных элементов 9 элементов были под знаком вопрос. И сейчас, как говорится, пошла чистка. Что касается катания, мы всегда отмечали красоту и какую-то... Как-то, знаешь, это получилось. Рядом с нами прыгал, от нас отвечали, это не прыгал. Надо было перебежать, да. Ну вот сегодня даже вот по состоянию, видите, улыбаются. И какие-то шутки хотя бы. Шутками и юмором пронизан их диалог. Сегодня, конечно, другая история по эмоциям. Но что касается, конечно, техники и всего впечатления, такое ощущение, что вот как будто человек бежит, а сзади парашют, который раскрыт и не дает тебе вот этой свободы и легкости, как будто ее постоянно что-то оттягивает назад. Ну, вообще, я хочу сказать, что Сонечка умничка сегодня, и очень радостно мы отметили на 6-минутной разминке, что вот вчера чувствовалось это волнение, нерв, переживания какие-то, то сегодня... Ну, я справлю. Говорит, я исправлю. Сегодня мы видели на 6-минутке, что Соня вышла с улыбкой, что сразу прыжки лучше получались, настрой был совершенно... Настрой был совершенно другой. Сегодня она как будто вышла получать удовольствие от своего катания, и я это особенно увидела в дорожке шагов. Она выполнила все элементы, и мне кажется, она прям наслаждалась тем, что она снова на соревнованиях на льду, Ну как снова же, может получать все эмоции. как же повезло сейчас Соне, потому что даже вот тот элемент, который мы только что видели на экране, абсолютно на 1000% недокручен. Здесь, а вот второй тройной флип, двойной тулуп, каскад. Стоит, это единственный недокрут за всю программу. Да, и тройной лут с попыткой исполнить в начале, когда мы увидели, что Соня раскрылась, он этот Ну да, была элемент... одна грубая ошибка на тройном лутсе. Вот и пошутили с тренерами, что как только Соня отъехала к противоположному бортику от тренеров, то сразу же прыжок не получился. Соня попросила тренеров, чтобы они перебегали за ней к другому бортику. А я просто не нагнала. Я что не делала, все равно не нагнала. Внутри затяжки человек выбежал. Кого-то не, С какой затяжки? Ну, внутри кабинета ты просто выбежал в эту дорожку. не догоняла, Правильно? видать. Там еще рада Это энергия. Да я рада была, но мне нужно было успеть. Так Нет, интересно если Соня слушать. сама из своих уст, да, мы слышим, что она счастлива и довольна. Ну, Много в навозила, много... восторге от флипа того. Удивительно, что спортсмены до сих пор надеются, что их не слышно в Киссинг-Край. И А шепчут. потому что мы не думаем об этом. Потому что все мысли только о... Эмоции собственно, переполняют да, конечно, после о проката, прокате. тем более, когда давно не выступала и довольна сегодня. Ну, может быть, Тем, что прыжковые получилось. элементы все-таки это не так важно сегодня. Понятно, Почему? что для Важно нее в том это числе. краеугольный Соня сегодня и камень. по прыжкам намного увереннее была, чем вчера. Вчера каскад не получился. Тут она начала с каскада 3-3. Кстати, за долгое время, да, я увидел наконец-то 3-3 каскад. Но это всё Сегодня равно был другой настрой, и прокат очень хороший. Да, не частности, безошибочный, а в но... общей сложности мы как вот что ощущаем внутри про Софью? Что она движется вперед, что она... Это произвольно, это уже шаг вперед по сравнению с короткой. Да, и сегодня она молодец, не без ошибок, но это уже хороший старт. Что ж, мы очень рады за Софью Акатьеву. 180 почти баллов она получает по сумме двух программ. Мария Елисова катается под бессмертный мегамикс Майкла Джексона, созданный специально для представления в цирке де Солей. Ученица Екатерины Моисеевой, 8-я после короткой. Пьедестал внезапно отдалился, но в произвольной можно настроиться на будущие победы.
Тройной аксель, двойной тулуп. Ура! Первый ультра-си на сегодня среди наших очаровательных девушек. И тем более было 2 попытки исполнить 3,5 аксель. Первый увенчался успехом. Аксель второй, к сожалению, практически полоборота был не докручен. И, к сожалению, последовал срыв. Но энергетика присутствовала, драйв присутствовал. И до какого-то момента, буквально процентов 75, программа была очень яркой и динамичной. Но под конец, конечно, силы начали покидать спортсменку. Возможно, этот упадок связан с тем, что ряд прыжковых элементов не получился под конец программы. И, конечно, это вот... Вот прям было видно, публика аплодировала в ритм. И когда она так присела с прыжка, публика прям выдохнула. И как будто так вот немножко все замерло. Просело все, да, под конец программы. В дворце спорта. Ну, давайте сейчас еще раз внимание обратим на тот самый тройной аксель. Первым элементом чисто докручено. Тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. И сейчас давайте посмотрим на второй аксель, который был выполнен с ошибкой.
Но он тоже на самом деле докручен, но в степ-аут исполнен. Да вот, передо мной, как и вчера, я тоже самое сказал, это практически между полоборотами и четвертью. Ну вот на видео могу подтвердить, Я- что выглядит, что недокрут меньше четверти Я оборота. сфотографирую, чтобы у меня была доказательная база. Ну, техбригада отмечает его чистым, и я соглашусь, что меньше четверти оборота на видео выглядит, по Да крайней мере, на практически повторе пол. так. Ну, опустим этот момент, двигаемся дальше. Правда, было заметно, что как будто вот эти тройные аксели придали ей сил, и она прям зажигала, зал аплодировал в такт программы, и это прям такая очень яркая была театральная постановка. А вот дальше Я бы сказал, на цирковая. последних, на последних 2 прыжках последовали ошибки, падения, степ-аут, и прям было видно, что и сама Мария расстроилась. Очень, да. Меньше, чем на Красноярске силы. Меньше, Сил, чем в говорит, да, Красноярске. меньше. То есть, видимо, кончились силы, ошибки, и дальше расстроились, может, в дорожке. Вот эта энергия, которая шла от нее всю программу, тоже просела. Прям было видно и расстройство из-за прыжков, которые не удались. Но все приходит с опытом. Мне кажется, что даже несмотря на такие ошибки, нужно их оставить в прошлом и все равно зажигать до конца. Она занимает 2-е место по произвольной программе, но сохраняет свою позицию в сумме 2. Ну, 8-е будет. Совершенно прекрасно каталась накануне Мария Мазур. Болельщики требовали больше баллов, но, конечно, язык цифр сух. Вдумчивый анализ показывает, что все оценено довольно точно. Но мы полюбили ее программу и ждем не менее вдохновляющего катания в произвольной. Марко Белтрами, Матильда. Саундтрек чудесный. Ваше Величество. Но сердце мое не может молчать. Я пишу, чернила стынут, за окном чужие сны. Эти буквы, эти клятвы, все, что взяла война. Где ты, мой Ники? Этот бал пепел зеркала. Ваша Матильда
Мария Мазур. Еще раз повторю, что абсолютно мы вчера влюбились в ее катание. Сегодня ждали какого-то боя, что она даст в своей произвольной программе. Но вот она начинает вместо заявленного четверного сальхова с двойного акселя, пусть даже и чистого. Ну, как ты думаешь, может быть, эта стратегия не сработала, идти на упрощение? Обидно, да. Видим, что и сама Маша очень расстроена, и в прокате это тоже было видно. Давайте сейчас посмотрим, может быть, какое-то обсуждение будет. Ну, безусловно, Нет, без обсуждений, но без комментариев. сегодня эта стратегия не сработала. Только, я думаю, Маша с тренером знают, почему именно. На разминке она заходила, пробовала и четверной сальхов, и в четверной тулуп заходила. То есть они смотрели разные варианты контента, но так как на разминке четверные не удались, решили сделать ставку на чистый прокат с тройными прыжками. И в Москве она очень хорошо выглядела. Да, была ошибка на заключительном тройном флипе падения, но оно выглядело скорее случайностью, и было видно, что Маша хорошо презентовала свою программу. И очень вообще достойно выглядела. А сейчас решили отказаться от четверных, но даже в прокате с тройными Маша выглядела очень скованно с самого начала программы. Уверенности не было. В итоге мы видим бабочка на Ридбергере, падение во второй половине с Луца, и она совсем поникла. И дальше, конечно, каталась уже так глаза в лед. И программа не так ярко смотрелась, не так завлекала зрителя, как это было на московском этапе. Ну, в любом случае, изменение контента, когда ты накатываешь один вариант, а потом резко что-то идет, какие-то изменения сразу после 6 минут, это стресс для организма, и только очень сильный человек, психологически подготовленный, может так выдержать. Но, как меня учила Великая Тарасова, никогда не снижать планку того, что Такое ты можешь. действительно бывает, что когда отказываешься от того же четверного прыжка, может быть, если была ошибка на первом четверном, дальше тройные казались бы легче. Да, а легче. сейчас на нее как будто давил груз ответственности, что нужно катать чисто. Такое бывает, но все с опытом придет. Нету смысла расстраиваться сейчас, плакать, просто сделать выводы и двигаться дальше, работать, и все обязательно получится. Набрала она меньше на 8 баллов, чем неделю назад в Москве, и занимает 3-е место по сумме 2 программ на данный момент. Встречаем на льду участниц второй группы. Анна Лишенко, Ростовская область. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Алиса Двоеглазова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Дарья Садкова, Москва. Алина Горбачева, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Вышли на лед участницы второй группы в произвольной программе женской на Гран-при России. И когда девчонки проходили мимо камеры, вот подумалось, что та суета, которая происходит здесь на стадионе, вот эти всякие объявления, бесконечные представления, оно клевое. То есть дополнительно, например, некоторые спортсмены, ну, кто не сразу выступает, а, например, там последним номером, имеют возможность помахать, как-то еще дополнительно поконтактировать с публикой. То есть мне очень нравится это взаимодействие, которое происходит сейчас на турнирах. Да, это немного разряжает обстановку, и по себе знаю, что в эти моменты, когда ты полностью в себе, в своих мыслях сфокусирован, немного отвлечься, это иногда помогает. И тоже обратить внимание и на поддержку зрителей, и вспомнить, сколько людей за тобой сейчас следят с экранов, телевизоров, мониторов и поддерживают тебя. Это порой очень важно в самый решающий момент. Ну, естественно, тенденция мирового фигурного катания сделать так, чтобы этот вид спорта стал еще более зрелищным, правильно? Поэтому, на мой взгляд,
Вот выстраивание спортсменов и объявление тех, кто сейчас находится на льду, является плюсом, потому что и для спортсменов это небольшая такая возможность почувствовать уже лед до 6-минутной разминки, ну и зрителям, так сказать, поприветствовать, возможно, своего любимого спортсмена. Но в любом случае побеждает тот, у кого все хорошо с нервной системой, у кого есть еще возможность во время 6-минутной разминки проехать мимо, послать воздушный поцелуй или просто кивнуть головой в знак приветствия. Все равно в любом случае, как бы ни менялись правила, выигрывает только тот, кто абсолютно гармоничен как техникой, так и артистизмом, как и вот этой свободой для того, чтобы еще и иметь возможность поиграть со зрителем и судьями. Катаются во второй группе спортсменки высочайшего класса. Если ученица Академии Плющенко закончила предыдущую разминку, то ученица Академии Плющенко и открывает вторую группу участниц. Это Анна Лишенко, которая тренируется в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. И очень приятно видеть Юлию на этих соревнованиях в качестве тренера. Мы уже не в первый раз встречаемся. Это очень конструктивная, продуктивная работа, которая ведется этим специалистам тоже. Камила Нелюбова, которая тренируется у Дарьи Гуреевой, и еще одной олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой будет кататься. Второй 17-летняя спортсменка Алиса Двоеглазова будет кататься третий. И это, наверное, самый большой сюрприз короткой программы. То, как прошло катание Алисы, и ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глихенгауза оказалась на 4-й позиции. Но то, какое количество баллов она набрала на своем предыдущем турнире в произвольной программе, говорит о том, что вот если сложится ее катание сегодня, она может совершенно спокойно обогнать кого угодно. Но нужно же тоже настроиться. Ты, Алексей, говорил, да, что психика. Конечно. Все живые люди, все. Софья Муравьева тренируется у этих прекрасных тренеров Алексея Николаевича Мишина, у Елизаветы Тухтамышевой, которую здесь мы не видели на этом турнире, но она присутствовала на этапах серии Гран-при. Здесь специалист по ФП Егор Челушкин находится у бортика вместе с Алексеем Николаевичем, который, конечно же, всегда отдельно приветствует публику, потому что он, очень общительный, очень популярный. Дарья Садкова, еще одна ученица Этери Тутберидзе, тоже 17 лет. Как же вчера волшебно она каталась, но надо сказать, что она говорила после проката, что вот не так, как на предыдущем турнире у нее получилось, а на взгляд неискушенного зрителя, по-моему, было просто великолепное катание. Стадион рукоплескал. Какие прыжки сейчас, Даша? Здесь прям, прости, Аня, россыпь, да? Я вижу, как у тебя глаза бегают, так же, наверное, у зрителя. Уже Дарья Садкова исполнила 2 чистых четверных тулупа, Алиса Двоеглазова исполнила 2 чистых четверных тулупа, Алина Горбачева четверной сальхов исполнила тройной аксель Камила Нелюбова, разминает четверной луц. Алиса Двоеглазова, скорости невероятные на разминке, девочки безостановочно разминаются и исполняют сложнейшие элементы. Ну, можно даже так. Чистый четверной луц от Алисы Двоеглазовой. Это космос, Хотя... но ближний. Да. Алина Горбачева будет кататься последней в этой группе участниц, будет завершать соревнования. И, кстати, запланирована попытка. Уже второй чистый четверной сальхов делает она на разминке. Только что был еще один четверной тулуп от Даши Садковой. Так что на разминке девочки ого-го исполняют. Очень надеемся, что в прокатах тоже все эти задуманные планы реализуются. Еще один четверной луц от Алисы Двоеглазовой. Ну а можно удержать лидерство без четверного прыжка? Ну вот, судя по этой разминке, я думаю, что на этом соревновании с такой конкуренцией, когда все идут на элементы ультра-си, то, конечно, будет сейчас борьба, кто чище справится, потому что мы не забываем, что мало вставить их в программу. Если ты ошибаешься на элементах ультра-си на четверных прыжках, то очень много баллов теряешь. Поэтому Скажем важно так, именно да. чистое исполнение. Не застрахован от ошибок абсолютно никто. Лед скользкий, как бы это смешно не звучало.
Но вот на разминке ошибок практически не было. Очень надеемся, что и в прокатах тоже будет такой же уровень чистоты. Мощный состав здесь, конечно, собран в Омске. И это просто радость для глаза, для мозга увидеть это, восхищаться этим. Давайте восхитимся прежде всего Анной Лишенко. Анна Лишенко тренируется у олимпийской чемпионки Юлии Лепницкой в Академии Ангелы Плющенко. Тоже замечательно накануне каталась, но вот состав турнира, общий уровень соперниц требует большего. Конечно, впереди еще будут старты, но показывать все, на что ты способен, нужно прямо сейчас. «Джокер. Безумие на двоих» — это ее произвольная программа. Тот самый фильм, где Феникс и Гага. Take my hand, say you're my friend. I'll find my way back to you. Here and now, I know somehow we tell a story that's true. In our minds, we'd be just fine if it were only us two. They might say that we're crazy, but I'm just in love with you. We're gonna build a mountain from a little hill. Gonna build me a mountain. At least I hope I will. Gonna build us a heaven from a little hill. Gonna build us a heaven, and I know darn well that if we build that mountain with a lot of care, I'll dig you up the mountain, and heaven will be waiting there. Oh yeah, I'm gonna build us, I'm gonna build us a mountain, build us a mountain, build us a mountain, high, let's build it. Mountain, mountain, build a mountain, 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 build a mountain, mountain, mountain. О, какой сгусток
прилив энергии, да, Леш? Еще один за сегодня. И Слушайте, уже круто. и не в первый раз Анна Лишенко на таком эмоциональном, энергетическом уровне катает свою произвольную программу. Просто не остановить Я человека. помню на первом этапе чемпионской серии Гран-при в этом сезоне, когда Анна была на льду во время тренировочного процесса, я спросил у Юлии Липницкой, я говорю, а что, разве может? Есть варианты для срывов? Она говорит, о да, поверь мне. А оказалось, смотрите, уже второй этап, и абсолютно практически все прозрачно, чисто, с такой индивидуальной изюминкой сделано. И, если честно, в какой-то момент я поймал себя на мысли, я хочу быстрее в Санкт-Петербург, в юбилейный на чемпионат России. Это такое восхищение сидеть, особенно наблюдать и комментировать потом, когда все получается. А я даже скажу, что прокаты, что в короткой, что в произвольной программе именно Ани Лишенко, это точно будет вот одна из причин, по которым я так рада, что я вживую вижу эти соревнования, а не просто на экране монитора, потому что что в короткой, что в произвольной программе энергетика Ани, она прям очень заряжает, и она чувствуется, то есть такая миниатюрная спортсменка может заполнить всю арену своей энергией. И настолько она гармонична на льду, настолько артистична, и настолько у нее насыщенные программы и с точки зрения подачи образа, и с точки зрения сложных переходов, шагов, которыми просто вот наполнена программа от и до. С прыжками, ну, визуально она справилась чисто со всеми, но, конечно, есть нюансы, которые пересматривала техническая бригада. Это неясное ребро на двух тройных флипах и недокрут на каскаде луц-тулуп, а именно на тройном тулупе. Мы видели, что это, мне кажется, единственный прыжок, который не так уверенно, как остальные, был выполнен. И вот именно там нашли все-таки на тулупе недокрут. Но в остальном браво, Анечка, и спасибо за эти прокаты. Круто. Это когда в чем-то таком небольшом есть столько сверхсилы. Вот из-за этого недокрутика ее оценка чуть-чуть меньше, чем она была на этапе в Красноярске. Но, тем не менее, она набирает 127 баллов. Первая оценка по произвольной и лидер по сумме двух программ. На лед приглашается Камила Нелюбова. Дарья Гуреева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова тренируют в Москве краснодарскую спортсменку Камилу Нелюбову. 5-е место в короткой она заполучила в очень изящном стиле. «Кажется, я любила тебя», поет Лара Фабиан в ее произвольной программе. Какая же красота! Тройной аксель, двойной тулуп. Now, tomorrow is all there is. No need to look behind the door. You won't be standing there no more. I had my chance to dance another dance. I didn't even realize that this was all love and no lies. Then I lost you. I guess I loved you. Oh, less than I should. Now all there is me and me. I turn around and all I see the past, where I have left our destiny.
Ох, и ах, Камила Нелюбова. Ай, жалко, как же жалко. Такое начало. И, собственно, Камила, обладательница победы по технике короткой программы с тройным акселем. Такая хорошая короткая программа. Но здесь вот чуть-чуть, как будто вот на момент, знаете, как будто вот ты пристально наблюдаешь. В какой-то момент тебя кто-то позвал, так отвернулся и потом обратно вернулся в эту исходную точку, но уже потеряна концентрация. Да, падение, к сожалению. Да тут какое-то заколдованное место. На прошлом турнире то же самое было у нее с этим же самым Луцем. Но только без падения, но тот же срыв на том же элементе. Может быть, бзик? Смешанные, да, сейчас чувства. С одной стороны, радость за первый прыжок, за тройной аксель, который сделан чисто. Сейчас пересмотрим его на повторах, но, с другой стороны, была видна эта борьба, и было видно, что, как мне показалось, что на Камилу немного давил вот этот груз ответственности, что высоко она забралась в короткой программе, ну, чистейший аксель, да, немного корпус спереди, чуть больше в зубец она ушла, чем в той же короткой, но это не является ошибкой. Но мне показалось, что, да, давил на нее немножко груз ответственности, и что тот же аксель был сделан в борьбе, от чего он еще более ценный, именно какой-то внутренней борьбе. Да, и дальше в течение программы не хватало ей раскованности, что объяснимо, потому что было видно, что она прям очень напряжена и очень старается справиться с прыжковым контентом. И вот мы видим этот Луц, не дотолкнулась она в него абсолютно во второй половине, недокрут, вследствие чего падение, но дальше все равно взяла себя в руки, доработала до конца, все доделала, и комбинация, тройной флип, и 2 двойных акселя, и каскад, тройной луз, двойной тулуп. В общем-то, молодец. Очень хороший, достойный прокат, несмотря на эту ошибку на тройном луце. Но, конечно, я думаю, да, вот с каждым стартом хочется все больше, лучше. Аксель уже сделал и в короткой, и в произвольной чисто. Я думаю, вот да, сейчас, конечно, будут работать над нюансами, чтобы при чистом акселе не было ошибок. Название песни Лары Фабиан «I guess I loved you». Надо просто guess слово убрать. Как бы я думал, что я любил. Нет, мы любим тебя, и ты любишь то, чем ты занимаешься. Просто куколка. Здорово. Она лидирует, набрав по сумме 195 баллов. А впереди катание еще 4 участниц. На лед приглашается Алиса Двоеглазова, Москва. На турнире Гран-при в Омске Алиса Двоеглазова пока отстает от соперниц. 4-е место после короткой. Но если вспомнить, что в Красноярске она набрала 145 баллов произвольно, то понимаешь, что никто из ее здешних соперниц пока таких результатов в сезоне не показывал. А эта хищница, пусть вас не обманывает ее ангельский вид, нацелена только на победу. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Идеальный четверной Луц. Always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man.
Ну, это очень круто, конечно, вот когда такое происходит при таких трибунах восторженных и с таким настроением, с таким боевым характером. Это настоящее шоу, настоящее зрелище. Вот мы с тобой говорили, да, что фигурное катание стремится стать еще более зрелищным. Но вот более зрелищного, чем то, что сейчас на наших экранах, трудно себе представить. И мы видим, да, как усложняются программы. И если мы в предыдущей разминке могли любоваться только попыткой исполнить тройной аксель, то сейчас и четверной тулуп, да, случилось падение, но и четверной луц, один из самых дорогих элементов, ну, если не считать единственный в количестве одной штуки четверной аксель. Но не стул. Можно уже со всеми четверными ассоциироваться? Да, Алиса, можно, пожалуйста? Ну, надеемся, что на главных стартах Алиса соберет полностью этот пазл и луц, и тулуп. Но сегодня браво. Давайте еще раз посмотрим на четверной луц. На данный момент в этом сезоне никто не исполняет старшие четверные прыжки, кроме Алисы, как мне кажется. Никто даже не заявляет. Вот чуть-чуть широковато Тулуп, пыталась да, зайти в прыжок, не компактно, так сказать. И вот это не Ось прыжка, да, сразу была под наклоном. И очень такое широкое положение для четверного прыжка в воздухе. Соответственно, недокрут, падение. И Алиса в этот момент правильное, я думаю, решение приняла. Что заявлено было 2 четверных тулупа. Первый в каскаде, второй сольный. Но так как было падение с первого тулупа, дальше она не пошла на еще один четверной тулуп, докаталась с тройными, и уже с тройными, ну, никаких вопросов не возникало, не было желания пересмотреть эти прыжки. И он прям почти до льда дошел. Алиса их исполняет с запасом, уверенно, надежно. Даниил, я просто пытался услышать, практически, говорит, до льда дошел. Потом поинтересуюсь, что он имел в виду. Ну, мне кажется, вот этой миниатюрной спортсменки достаточно резкой в хорошем смысле этого слова как раз и композиция Абба, которая заставляет тебя также внутренне вытанцовывать и рукоплескать, очень подходит по темпераменту, на мой взгляд. Да, в какой-то Алиса момент, может, очень... так чуть-чуть не хватало ее где-то в серединке, но, конечно, в концовке она прибавила. Алиса очень артистичная, даже исполняя тройные прыжки, они просто ей особого труда не составляют. Она всегда улыбается и, я думаю, своей улыбкой заряжает всех зрителей через экран и тех зрителей, которые на трибунах сидят. Ну, какое-то напряжение чувствуется сейчас в Киссинг-Край, но оно, я думаю, проходит после того, как они видят оценки. И это 150 баллов, это на 5 баллов больше, чем на предыдущем турнире. И ее сумма двух программ 221 балл. Это наш дальнейший ориентир. На лед приглашается Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Прекрасные программы, новые, выразительные, оригинальные. Постановщики Илья Вербух и Бенуа Ришо, специалисты высочайшего класса. Но много работы еще впереди. Будет ли она уже видна сегодня в произвольной у Софьи Муравьевой? Нынешний турнир для нее не самоцель, а этап большого пути. И вот каким он будет? Наблюдать за ней одно удовольствие, хоть это путь и непростой.
Бог ты мой! В тот момент, когда я уже думал, в голове крутилась фраза, как прибавила за эти 2 недели, и что это было сейчас за катание в этот момент вдруг. Наверное, об этом подумала и спортсменка, и на секунду потеряла концентрацию. Что происходит? Те же мысли, настолько по нарастающей, да, шел прокат, и наши эмоции от того, что какая Соня молодец, как она набирает с каждым стартом. И вот сегодня уже без грубых ошибок вообще справилась и выкатала произвольную программу. Думаю, что за долгое время впервые, да, у нее это получается. И в конце прям было видно, да, что силы уже покидают, но она вот из последнего катает эту дорожку. И вот чуть-чуть ее, конечно, не хватило, но сегодня хочется только хвалить, потому что это в любом случае огромный шаг вперед. Вы знаете, по сравнению с короткой программой, сейчас поймал себя на такой мысли, она, может быть, очень сильно и глубоко сидит во мне, я постараюсь донести. В «Кармен», в короткой программе, она была очень яркой. Безусловно, как я уже говорил вчера, для меня лично такой контраст по сравнению с первыми контрольными прокатами, с первым таким официальным выходом на лед в этом сезоне. И действительно, она там как будто бы наполнена вот этими определенными красками, которые добавляют и защищают ее. А вот под эту композицию здесь, в произвольной программе, во-первых, она очень сильно повзрослела. Я думаю, что повзрослела не только телом, но еще и головой. И вот эта программа для меня, она более прозрачна. Ничто ее не могло защитить ее здесь от каких-то маленьких... Не спрячешься. Да, как будто более такая... В хорошем смысле это слова такая нога, вот как будто вот в одной рубашке вот так вышла, и любая какая-то мелочь могла абсолютно испортить это впечатление. Очень сложно было сейчас вот продержать этот нерв до конца программы. Но, зная Алексея Николаевича Мишина, сейчас уже чуть-чуть по поводу вот этого как раз падения, что не так много было в мое время абсолютно полных прокатов, возможно, это вот сказалось, что вот легче, чем на первом своем этапе, но все равно вот еще не до конца. Таким образом, так как падение было на элементе, наверное, она теряет около 4 баллов, включая, да, штраф за падение. И это может серьезно сказаться на результате. Но смотрите, у нее 2-й результат в любом случае на данный момент. И она на 2-м месте вслед за Алисой Двоеглазовой. Но ведь впереди еще 2 спортсменки. И вот относительно их важен ее результат. На лед приглашается Дарья Садкова. Прекрасно накануне каталась Дарья Садкова. Какой танец! Вот даже показалось, что спортсменка была достойна больших компонентов. Но сама в интервью она к этому отнеслась с пониманием. Говорит, больше будет опыта, будут выше компоненты. Я сделала все, что могла. Ее сегодняшний трек называется «Воины». Вот это про таких, как Дарья. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme. Какая умничка. 4-й тулуп, 2-й тулуп. И 2-й 4-й тулуп.
Даша, какая умничка, ну справилась наконец-то. Всегда нас заставляет понервничать, но какая же потом радость, когда мы видим такие прокаты. Спасибо, Даш. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Абсолютно с тобой согласен. Вот как будто вот каждый раз ты просишь, а тебе как бы дают только часть. Когда-то больше, когда-то меньше. Ну а сейчас вот наконец-то то, что может выполнять Даша. И сегодня она это продемонстрировала здесь, в Омске. Браво. Всегда чего-то, ну вот по чуть-чуть не хватало. Где-то больше, где-то меньше. Что, постоянно в Омске выступаешь? Да? Вот, да. Даша именно здесь, в Омске, на чемпионате России чисто исполнила эту произвольную программу и стала серебряным призером чемпионата России. И вот мы видим, да, тренеры говорят, что это счастливое место для Даши. Посмотрите, какая высота. Четверной тулуп сделала. На разминке 3 четверных тулупа она сделала вновь. Вот второй четверной тулуп, давайте посмотрим. Поставили Q. Ну, спорно, на мой взгляд, честно говоря. Я уже немного устал комментировать кьюшки. Это небольшие недокруты на прыжках. Действительно, я думаю, что ни один искусственный интеллект, ни одни реальные человеческие глаза никогда не выработают определенную систему, по которой все будут в унисон работать и оцениваться. Но стоит такой Q в протоколе у судей около 3 Дорого баллов. То обходится, есть, да, 3 балла. Если ты делаешь чисто прыжок, ты получаешь там 1,5, да? Баллы А если надбавками, а сейчас не докрутил, то минус 1,5 балла 1,5. получает. Это очень сурово. А этих 3 баллов в такой борьбе может же и не хватить. Все очень-очень Ну, плотно, давайте, да, не будем очень на этом нервно. концентрироваться во второй половине обстановка. программы. Но я, конечно, поражен, как вот Анна Щербакова. Впервые я увидел, чтобы так она чему-то радовалась вообще на свете. Я поздравляю, Ань, что ты получил такое удовольствие от сегодняшнего проката. Ну и давайте отметим все 4-го уровня. Дорожка шагов, все вращения. И это 153 балла. Это первый результат по произвольной программе. И 224 она лидирует, опережая Алису Двоеглазову на 3 балла. И уже как минимум серебро данного турнира. И новая планка в этих соревнованиях по баллам 224,39, до которых нужно добраться
Алине Горбачевой, если она хочет сохранить свое лидерство. Для этого в произвольной программе ей необходимо набрать 151 балл. Ее программа заявлена с четверным Сальховым, а катается она под музыку из Нотр-Дам-де-Пари. Трагедия о страсти, желание обладать. Не день, а праздник. Четверной Сальхов. Si devant toi je me tiens debout, Ave Maria, des étrangers, il en vient de partout. Ave fais tomber les barrières entre nous. Ave Je suis prêtre et je viens te préparer à mourir. J'ai froid, j'ai faim. Laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait contre personne. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour qu'ainsi vous m'aimiez? Moi, pauvre gitane, et vous curé de Notre-Dame. Ну вот что бы ни происходило сегодня, отдать должное, поймался на мысли, ну боец, правда боец. Правда
через трудности, но вернула себе через череду этих постоянных травм. И сравнительно недавно как бы начала в полную силу работать. И уже есть четверной сальто. Самое, что смешное, ну особенно с моей позиции, конечно, срывы двойных прыжков в каскадах, но это лишь говорит о том, что все равно не до конца, не на 100% струна это еще может вот так звенеть. Алло. Не-не-не, все нормально. Ну, просто нужно сальто в тулуп 3-2 тоже в прокате тренировать. Тихо. Это правда. Сделала сальто. Мне кажется, что еще нам это говорит о том, насколько большое количество эмоциональных сил забирают четверные прыжки и насколько много концентрации на них требуется. Давайте посмотрим. Чистый четверной сальхов первым элементом. И на своем прошлом этапе Алина не шла на четверные прыжки, но чисто справилась с набором из тройных. А вот сейчас мы видим, что четверной сделан, и дальше на самых банальных вещах просто не хватает вот какой-то внутренней концентрации и каких-то больше эмоциональных сил на то, чтобы проконтролировать каждую мелочь. И дальше, я думаю, вот эта вот обидная ошибка на двойном тулупе ее немножко выбила, она уже каталась с таким напряжением, и это сказалось и во второй половине программы, где вместо каскада 3-3, вот сейчас мы увидим, снова тулуп стал камнем преткновения, Вот лишь после двойной этого мне вместо показалось, что она тройного. продолжила вот именно работать и дотягивать После эту этого, программу. да, она ехала как раз вдоль бортика, и мы видим, вот, как раз-таки тренер кричала ей спокойно, и как-то вот, мне кажется, голос тренера ее подбодрил, и она дальше снова включилась в эту борьбу, потому что вот Потому что после... не надо забывать, что вообще-то призовых места 3. Да, и как раз вот после тулупа она словно пропала, и вот на каскаде тулупа ее тоже не было, а дальше она включилась, и дальше уже доработала эту программу до конца. Призовых место 3, но чемпионский характер всегда думает только о самой высшей ступени. Единственное, здесь, понятно, не до смеха, но в любом случае двойной можно быстрее скорректировать, нежели четверной. И у нее 3-е место по произвольной программе, 3-е по сумме 2 программ. Алина, держись. Ну, соревнования окончены. Дарья Садкова победила с таким блестящим катанием. Но впереди наших зрителей еще ждет бонусный праздник. Это катание вне конкурса Адели Петросян, которая выступит вместе с Викторией Сафоновой из Белоруссии. Виктория Сафонова, Минск. Аделия Петросян, Москва. Разрешена разминка. Ну, вот такой неожиданный подарок для зрителей в Омске, для зрителей Первого канала, для нас с вами, для всех, кто ценит и любит фигурное катание, кроме белорусской участницы Олимпийских игр, которая частенько принимает участие в российских турнирах вне конкурса, раскатывает свою программу. Еще и сама Аделия Петросян оказалась на этом турнире. Ну, в представлениях, конечно, ни та, ни другая спортсменка не нуждаются, мы их прекрасно знаем. Но вот, Алексей, скажи, как ты думаешь, такой прокат, он на что нацелен, этот прокат? Именно, Я конечно, с для удовольствием Адели и с легкостью отвечу на твой вопрос, тем более я знал, что данное мероприятие будет проходить здесь в рамках 5-го этапа. Я разговаривал с Антоном Сихарулидзе и с Александром Коганом, собственно, во время московского этапа, когда мы и в комментариях своих говорили о том, что есть четверной прыжок у Адели Петросян во время тренировочного процесса, и он стал более комфортным для исполнения, но нужно время для того, чтобы вновь этот комфорт ощущался не только во время 6-минутной разминки или тренировочного процесса, а именно во время соревнований. И поэтому здесь, вернее, простите, в Москве уже обсуждалась эта возможность. И на словах, скорее всего, мы
предоставим Аделе Петросян эту возможность выступить в Омске для того, чтобы в очередной раз произвольная программа, где должны присутствовать элементы ультра-си, без них, конечно, на зимней Олимпиаде делать будет не то, что нечего, но будет очень сложно, потому что сейчас мировое женское фигурное катание, конечно, наполняется элементами ультра-си. А мы все-таки перфекционисты, мы всегда заряжены только на золото и ничего меньше, чем золото. Поэтому здесь есть уникальная возможность и для зрителей вновь насладиться своими любимицами. Ну и для Адели это возможность пощупать и нащупать этот комфорт ментальный, потому что от психики и от ментального состояния зависит очень многое. Ну вот психика — это же очень тонкий такой... Тонкая материя. Да, тонкий инструмент. И неужели можно обмануть психику тем, что вот ты выходишь в такой наполненный зал, ты знаешь, что, в общем-то, ничего не зависит от твоего выступления. Да, тебе выставят оценки, да, судьи будут на тебя смотреть. Платье на тебе. На мой взгляд, никакого обмана здесь нет. И на предыдущих этапах у Адели главная задача была не бороться с конкурентками, а именно накатывать свою программу в соревновательной атмосфере. Когда это ты приезжаешь, ты проводишь эти тренировки по полчаса, ты разминаешься в зале, настраиваешься на соревнования, выходишь при зрителях, у тебя 6 минут разминка. Это все именно вот этот соревновательный настрой, в котором очень важно все больше и больше накатывать свою программу, чтобы эта уверенность копилась. И здесь никакого обмана абсолютно нет. Она здесь не для того, чтобы соревноваться с кем-то, как и на других стартах, а для того, чтобы себе этот опыт в копилочку складывать. То есть это не игра с психикой, а это тренировка, получается, Это тренировка, психики. потому что во время именно домашних тренировок ты не можешь предоставить своим нервным окончаниям этот соревновательный нерв. То есть все равно ты там абсолютно спокоен. А здесь, как я уже начинал говорить, платье на тебе, конечки, свет, софиты и как бы бригада из судей. Вот сейчас мы видим, не получается четверной тулуп, а нужно вот много этих попыток, чтобы он стал своим. А был на разминке сейчас еще попытка? Пока что Пока что нет, нет. сейчас она еще разминается. Ну, еще 2 минуты. Да, ну, В рамках разминки 6-минутной это еще ого-го. наверное, лучше, чем эта арена с таким количеством публики, еще и благодарной публики, которая находится здесь. Трудно себе и представить такую вот тренировку соревновательную, которую мы увидим сегодня. Ну, мы, конечно, много говорили и вот о белорусских спортсменах, которые действительно сетуют, что нет совсем соревнований. Ну, приезжать и... То есть никуда не ездить, вариться в Минске там на одной своей арене, ну, это же катастрофа. Согласен, абсолютно. Конечно, жалко, что вот у спортсменов нет этой возможности. Вот он, четверной Вот клуб, выполнен Аделей. Но для меня, знаете, есть... Я выделяю, наверное, 4 этапа спортивной формы у спортсмена. Первое, когда у тебя все замечательно и на тренировке, и, соответственно, на соревнованиях. Затем у тебя начинают пропадать прыжки. Ну, правда, мы не можем быть идеальными, мы все живые организмы. Потом пропадают, нет стабильности на тренировке, но по инерции у тебя еще эти прыжки выполняются на турнире. Потом у тебя нет ни там, ни там. Потом потихонечку ты восстанавливаешь их во время тренировочного процесса, но еще в соревнованиях нет этого комфорта. Вот как раз, скорее всего, в этом состоянии сейчас и находится Адель. Есть на тренировке, но, к сожалению, именно вот какое-то дополнительное волнение, ножки немножко ватные, и нет этого запаса, который обеспечивает тебе даже при нерве выполнять элементы ультра-си. Ну, интересное мероприятие, честно говоря, я... То есть, видите, он есть. Класс. Он как бы есть, но нет этого запаса прочности. И специально этот прокат дает возможность Адели еще раз в соревновательной обстановке попробовать свои силы. На лед приглашается Виктория Сафонова, Минск. На льду фигуристка, выступающая за Беларусь, Виктория Сафонова. Снова выступление вне конкурса, но
смотреть на катание этой девушки одно удовольствие. Так было в Короткой накануне. Ее постоянный тренер Оксана Матвеева также работает с Егором Головкиным. И белорусский спорт в фигурном катании сейчас представляет Олег Васильев на тренерской позиции. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción y así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Yo viviré y ahí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Ya no vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volvernos a encontrar. Hoy a mi son, mi viejo son, tiene más clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuerpo del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, yo viviré, yo viviré. Как всегда, лаконично, в спокойном режиме. Как всегда, можно практически загадывать очередной чистый прокат в исполнении Виктории. Единственное, что мне немножко режет, и такое небольшое такое неудобство
нет какой-то резкости. То есть все здорово, плавные линии, перетекает один элемент в другой, благодаря соединенным шагам, руки прекрасные, корпус работает. Но нет какой-то взрывной волны, нет этого цунами, который вот прям накатывает и заставляет чуть по-другому уже смотреть на творчество. Согласна, что очень такое ровное катание от начала и до конца, но, наверное, в этом какой-то даже свой шарм у Виктории есть, и с завидной стабильностью выступает она на каждом старте, не допускает вообще грубых ошибок. Какие-то нюансы могут появляться в виде каких-то недокрутов или, может быть, чего-то, к чему хочется присмотреться, но никаких срывов элементов мы от Виктории вообще не видели. Очень длительное время. Плюс мы знаем, что эта девушка может выполнять спокойный четверной Ридбергер. У нее хороший этот прыжок реберный, рискованный, но она его делает. Который на международных соревнованиях еще не исполнялся в женском одиночном катании. Может быть, на международных Вакантное соревнованиях у место. нее и появится нерв и волна, которая будет одновременно и толкать, и давить. Или мы о другом говорим? Я про стиль. Я про нерв внутренний, а я про стиль именно презентация хореографии. То есть все как бы такое текучее, без, я говорю, то есть это такая река, которая вот там не бывает. Зато ее выхода прокаты воды из. всегда выглядят абсолютно безусильными. Не видно, что она вкладывает какое-то невероятное количество сил в то, чтобы доехать эту программу до конца. Усталость не чувствуется. Прыжки она выполняет словно ничего это ей не стоит, а это добавляет тоже красоты этому прокату и элегантности, легкости. Не элегантно однозначно, но вот на выборе, на чаше стабильное исполнение или бы какой-то нерв. Я выбираю стабильность. И Виктория тоже. 191,1. 191 по сумме двух программ. На лед приглашается Аделия Петросян, Москва. Ну а сейчас, уважаемые любители фигурного катания, вашему вниманию такой подарок. Подарок от Федерации фигурного катания России на коньках. Ну и, конечно же, от самой фигуристки Адели Петросян на льду, неоднократная чемпионка России. Ее экспрессивная танго. Ну и очередная попытка почувствовать себя комфортно. И этот комфорт начинает возвращаться. Четверной тулуп. А все-таки Омск — это та площадка, где люди творят, ну, не чудеса, но хорошие прокаты. Очередной элемент ультраси. Очередной четверной тулуп.
ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tata, le muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. De Buenos Aires soy yo. Прекрасная Аделия, спасибо, спасибо тебе большое за этот подарок, это катание. Понимаем, что все непросто на этом свете, да, и... Ну, не зря она Но приехала всё не сюда, зря. в Омск, и прокатала эту произвольную программу. Это не просто опыт, который пойдет ей в копилочку, это 2 четверных тулупа, это огромный шаг на несколько ступенек вперед по сравнению с тем, что мы видели на других этапах. И завершается ее катанием программа у девушек, а впереди у нас мужское одиночное катание. Совсем скоро, на первом. Гештальт закрыли. Заодно поняли, что вообще-то и дальше надо, да? Элемент делать. Ну, я имею в виду, что ты на 2 тулупа себя растратил. Ну, посмотри, как ты умерла. Интересный тренерский разбор. Да, потратила себя на 2 четверных, а Вполне потом логично, восклеилась. да. До этого Адель не исполняла тулупы, но справлялась с тройными. А здесь, я думаю, что и эмоционально, и физически, конечно, сильно она вложилась в эти тулупы. Вот мы видим первый, ну... Недокрут однозначно на первом. Но самое главное, просто был выезд Сама из уверенность, первой да. со второй. Вот что. Здесь Второй. тоже недокрут. Но, тем не менее, это уже выезды с этих тулупов. Дальше, конечно, будет нарабатываться и уверенность, и качество исполнения этих прыжков. Не первый раз замечаю, что у Адели чем хуже проходит 6-минутная разминка, тем лучше она выступает. Также было в Омске на чемпионате России. Она как будто бы и себе, и тренерам немножко нервы мотает во время разминки, и дальше спокойнее выходит на прокат, когда все ошибки уже единственная спортсменка, остаются. которая использует вот такой трюк. Нет, не надо, пожалуйста. Я на тренировках так делала. А я не 6-минутки у про меня тебя. хорошо проходили. Я знаю, что Аня Фролова и очень многие как бы делают вот такой видимый акцент. Ну, посмотрите, у меня вот это вот условная истерика. А на самом деле потом выходит, и у них все замечательно. Да, морально это как будто бы проще так получается. А когда у Адели хорошо проходит разминка, ты больше ощущаешь эту ответственность и груз чистого проката, и тяжелее себя собрать. Но вот сегодня, мне кажется, что именно такой случай был. Не самая удачная разминка, переживания, нервы, но зато... Очень Вы достойный знаете, прокат. в деталях будут разбираться потом и сами спортсмены, и тренерские коллективы. Я просто счастлив, что сегодня получил 100, ради чего Аделя здесь. 2 четверных тулупа. 143 балла у нее итоговая оценка за произвольную программу. Не так, чтобы много, но на ее уровне. Мужчин по произвольной программе. Спасибо, ребят, за Спасибо, то, это что мы круто было, это прожили круто, сейчас запоминающе. эту часть совершенно сумасшедших соревнований омских. Потрясающее
Видимо, какая-то действительно необычная эта арена, раз тут такие вещи происходят, с Дарьей Садковой в том числе. Ну, шутка Даниила Глихенгауза, конечно, это прям мемом станет. Все, выступаем только в Омске теперь. Ну, Все- один из самых зрелищных этапов, мне кажется, в женском одиночном катании сейчас был в Омске. Так что спасибо зрителям, кто смотрел, спасибо фигуристам, кто катался. А впереди интервью с чемпионкой, которые возьмут Евгения Медведева и Максим Траньков. Спустя 11 месяцев Завершились соревнования среди женщин на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири». С невероятной произвольной программой, с чистейшими 2 четверными тулупами откатала Даша Садкова, стала чемпионкой. Омск. Любишь? Второй раз подряд на чемпионате России. В прошлом году Даша тоже блестяще каталась, выиграла серебряную медаль. Теперь есть золото. Поздравляем. Рассказывай о своих эмоциях после победы. Спасибо большое. Конечно, мне очень радостно снова вернуться в Омск, потому что с этим городом у меня связаны только самые теплые воспоминания. И арена кажется уже такой родной. И, наверное, это придало сегодня больше уверенности. Ну, арена кажется, конечно же, родной, но тем не менее, посмотри, какие огромные трибуны, прям в самый потолок. Даже предположить сложно, сколько здесь тысяч зрителей сегодня сидело. Вот тебе как больше нравится? На более камерных, таких спокойных, атмосферных аренах кататься, чтобы, ну, вот прям Как все в Казани, свои. например, на Да, твоем как в первом этапе. Казани. Или же здесь, вот прям, чтобы чувствовать себя вот в середине мира. Не было волнительно выходить на такую арену большую? Больше нравится кататься на больших аренах. И когда мы сегодня стояли перед 6-минутной разминкой, я только вышла на арену и прямо посмотрела на площадь этого катка, посмотрела, сколько зрителей сегодня присутствует на нем. И прямо начала непроизвольно улыбаться, потому что, безусловно, приятно, что столько людей сегодня пришли посмотреть на фигурное катание, поболеть за меня и за других девочек. Может быть, что-то хочешь сказать зрителям, которые вот смотрели тебя в трансляции, у которых не было возможности сегодня быть здесь с нами в Омске, но они тоже переживали и радуются твоей победе? Конечно, хочется обратиться ко всем, кто сегодня смотрел по трансляции, болел заочно. Спасибо вам огромное. Безусловно, я чувствую поддержку каждого, и это придает мне с каждым разом все больше сил и уверенности кататься. Набор такой достаточно сложный. Получился у тебя сегодня он чисто, безукоризненно, но тем не менее 2 четверных прыжка. Один из них в каскаде. Насколько вообще ты чувствуешь вот эту вот ответственность, что тебе 100% нужно делать один прыжок, потому что к нему нужно цеплять каскад. И насколько для тебя это вообще стабильный набор? Потому что, четверные прыжки — это далеко не тройные, не 3-3 даже во второй половине. Это намного больше ответственность и физически сложнее. Вот насколько часто ты чисто катаешь на тренировке этот набор? Вообще, мне кажется, что мне даже четверные иногда в начале программы собирать легче, чем тройные во второй половине, потому что уже под конец программы я начинаю уставать. И, конечно, намного сложнее концентрироваться на ощущениях в своем теле. Стараюсь больше делать упор в последнее время на качество, нежели чем на количество на тренировках. Лучше сделать чуть меньше, но чисто, чем много-много, но не очень чисто. Стараешься не заучивать ошибки? Да. Как будешь готовиться к чемпионату России? Или вот этот прокат, это такая легкая репетиция на чемпионате России, вообще выдашь какую-то феерию? Может быть, не 2 четверных, может быть, больше ты для нас готовишь? Я надеюсь, что получится еще усложнить набор. Я как раз сейчас стараюсь работать над тройным акселем. Конечно, в период этапов Гран-при не получается это делать стабильно, потому что накатываю программы для соревнований. Но сейчас как раз есть время, и надеюсь, что буду усложняться. И на чемпионате России покажу уже более сложный контент. Но до чемпионата России есть еще время, и тройной аксель в основном девчонки делают для того, чтобы вставлять его в короткую программу. Есть ли планы? Посмотрим. Я
очень не хочу загадывать наперед, потому что, ну, все, наверное, не любят. Ну, ты понимаешь, это наша работа к тебе поприставать, поузнавать. Ну, а моя работа выходить на лед и Прыгать тройной аксель в короткой программе. прыгать тройной аксель в короткой программе и четверные в произвольной. Что ж, желаем тебе только справиться с этим сложнейшим контентом. Все-таки тройной аксель действительно украсит твою яркую короткую программу. А четверные и так шикарно получаются у Даши Четверным Садковой. вопросов Сегодня мы это видели, да. Что ж, не будем тебя долго задерживать. Рады, что ты поднялась на первую строчку. И поздравляем всех остальных девчонок. Алиса Двоеглазова, 2 место. Алина Горбачева, 3 место. Мы еще обязательно обсудим все выступления с нашим экспертом Михаилом Калидой. Дашу мы отпускаем праздновать и ждать долгожданную золотую медаль. Миш, не стесняйся, садись в серединку. Можешь отдыхать. Пока-пока. Миша, здравствуй. Как твои заметки поживают? Да, здравствуйте. Ого, Заметки, их становится все больше. да, их становится все больше и больше с каждым разом. И, честно говоря, вот сегодня я хочу похвалить всех, потому что буквально с первой участницы до последней все катались классно, все боролись. И, безусловно, виден рост от этапа к этапу. Ну, этот этап уже заключительный. И какой ты, может быть, подведешь итог всем выступлениям на всех этапах, ну и на этом конкретно. Чем радуют, балуют наши девчонки? Тройные акселя здесь были представлены и в короткой и в произвольной программе, даже в первой разминке. Это, наверное, тоже стоит отметить. Да, действительно, Мария Елисова сделала аж целых 2 тройных акселя. Один, конечно, не очень хорошо, с недокрутом, но, тем не менее, рост виден, и это замечательно. Мы все-таки надеемся, что нас когда-нибудь выпустят на международную арену, и мы не потеряем превосходство в женском одиночном. Да мы не то, что не потеряем превосходство. Я считаю, что вот это все надо показывать миру вообще на международке, потому что такого, ну, на этапах Гран-при, на скейт-Америке, на Финляндии сейчас уж точно не увидишь. Это я с тобой абсолютно согласен. Тем более да. в первой разминке. И не увидишь столько заметок, сколько у Михаила, поэтому, Миш, давай по списку. Так, хорошо, ну давайте по списку. Начну с Софьи Акатьевой. Катала на характере, прибавила в подаче в этом сезоне, и это действительно здорово. Катание стало более осознанным. Мария Елисова, 2 тройных акселя, хорошо слышит и чувствует музыку. Очень музыкальная постановка, то есть все акценты сделаны четко, классно. И вот все-таки видно, что она потихонечку только входит во взрослое фигурное катание. Видно, конечно, что вчерашняя юниорка, но пожелаем ей удачи. Анна Лишенко, я вот себе записал открытие сезона 100%, потому что у нее настолько шикарные переходы, что на ум приходит у меня, наверное, только Ксения Синицына по плотности программы, по своей подаче, по харизме. Это было действительно классно. А по поводу Анны Лишенко хочу еще добавить, что в перспективе, мне кажется, она будет именно спортсменка, которая берет стабильностью. То есть все ее прыжки, видно, что они выполнены прям, ну, уверенно. То есть не шатко, со сложных заходов, сложные выходы. То есть видно, как будто бы прыжок — это часть самой программы. То есть это не отдельный элемент. И это круто, потому что без стабильности это делать, ну, в принципе, невозможно, наверное. Ну, она катается у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, поэтому... Которая тоже очень стабильно каталась. Да, поэтому тут видна вот эта преемственность. Да, я бы еще добавил, что у нее очень нестандартная расстановка прыжковых элементов. И действительно, прыжки, вот как ты, Жень, сказала, они плотно вплетены в общий рисунок программы. И видно, конечно же, комплексная работа. Камила Нелюбова. Тройной аксель хороший. Тройной луц упала во второй части программы, потому что поторопилась. И тут же пошла и исправила его, потому что уже немножко сбавила, так сказать, обороты и сделала, в общем-то, все довольно неплохо. Алиса Двоеглазова. Четверной луц, единственный на этом турнире, сделанный хорошо, здорово. Четверной тулуп, к сожалению, упала, но все-таки хочется ее похвалить, что она настоящий боец. Конечно, в Красноярске на своем первом этапе она выступила как бы... было понятно, что она выиграет, потому что вроде как нет серьезных конкуренток, но сегодня она справилась с этим давлением, и мы как бы знаем, что у нее было не очень хорошее физическое состояние, и это действительно респект. Софья Муравьева.
изысканно, чувственно, драматично, нервно, красиво. Нервное из-за падения в дорожке под конец программы. А нервно она, в принципе, так катает. То есть у нее такая подача, что ты вот... С надрывом. Да, с надрывом, что ты вот чувствуешь, как она сама идет по краю лезвия, и ты как бы как зритель вместе с ней тоже испытываешь такие же эмоции. Но сегодня как будто бы к прыжковым элементам, да, там было несколько помарок, чуть пошатнулось, где-то перенести пришлось каскад, потому что, ну, приземления были такие не очень. Но, тем не менее, в сравнении с предыдущими прокатами произвольной программы намного уже увереннее, намного чище. Как ты думаешь, почему падение в дорожке было? Из-за чего? Я вот себе написал, видать, образ придавил, что в конце даже с дорожки упала. Но падение ничуть не испортило впечатление от программы. Это правда. Давайте про чемпионку и, конечно же, про Аделю Петросян, которая приехала прокатать произвольную программу. Дарья Садкова. Это было круто. 2 четверных тулупа замечательно. Мы видели, как она на 6-минутной разминке вот их потихонечку настраивала. В прокате сделала чуть круглее, и поэтому она все выехала. Было замечательно. Такая программа волнообразная, классная, четкая. Ей очень подходит, и у нее очень хороший артистический диапазон, и она в этом сезоне прям сильно прибавила в этом. Аделя Петросян. Здесь без нервов не обошлось, потому что на 6-минутной разминке она, мне кажется, все соки из тренеров выпила, но потом, зарядившись таким образом, пошла и прекрасно сделала 2 своих четверных тулупа. Конечно же, такое досадное падение на Луце, ну, просто неожиданное. Ничего страшного, простим это Аделии, потому что мы прекрасно знаем, что она точно справится на дальнейших соревнованиях с этим простым прыжком. Спасибо большое, Михаил, что поделился своими впечатлениями. Это было как... Вот ты как на льду, так и в студии. Всегда весело, задорно, информативно. Так может только Коляда. Дорогие телезрители, оставайтесь обязательно с нами, потому что совсем скоро на лед выйдут мужчины, тоже разыграют свой комплект медалей. Мы с удовольствием посмотрим за этой битвой титанов. Там тоже во второй разминке будет очень и очень интересно. Мы с Женей пока с вами прощаемся, но обязательно вернемся в эту студию и подведем итоги уже после соревнований мужчин. Оставайтесь с нами.